Здравствуйте. Трагедия с атомной подводной лодкой «Курск» произошла в 2000-м и стала первой серьезной проверкой для Владимира Путина. Тогда погибли все 118 членов экипажа. 95 погибли сразу из-за взрыва в торпедном отсеке, и другие 23 смогли добраться до хвостового 9-го отсека живучести, где несколько дней они боролись за жизнь и ждали помощи. В том, что их так и не спасли, некоторые напрямую винят Путина из-за его преднамеренного преступного бездействия. До сих пор доподлинно неизвестно, был ли у Путина шанс их спасти, если бы он вовремя сделал все возможное и необходимое. Однако известно точно, что он этого и не попытался сделать, а снова нагло, цинично, в привычной для себя манере врал. Атомная подводная лодка «Курск» была принята на вооружение Северного флота 30 декабря 1994 и базировалась в городе Ведяево, Мурманской области. 10 августа 2000 Курск вышел на плановые учения в Баренцевом море. На 12 августа 2000 были запланированы торпедные стрельбы по крейсеру Петр Великий, который имитировал корабль условного противника. В назначенное время выстрелы из Курска произведены не были. Вместо этого Петр Великий зафиксировал 2 взрыва под водой с небольшими интервалами. Связь с Курском была утрачена. На борту Петра Великого находился сам командующий Северным флотом Вячеслав Попов. Он явно понял, что произошла авария. Однако вместо следования инструкциям по спасению подлодки начался полный процедурный хаос. Первые 12 часов просто ждали, что ситуация как-то решится сама собой. Курск всплывет или, может быть, хотя бы выйдет на связь. Но чего, однако, не случилось. После этого объявили боевую тревогу и начали хоть какие-то действия. На следующий день, 13 августа, поисковый самолет точно установил место затопления Курска. 14 августа об инциденте доложили Путину. В этот же день Норвегия и Англия сообщили о наличии у них всех необходимых средств спасения и предложили свою помощь в спасательной операции. Путин помощь не принял. Он решил проводить операцию силами устаревших советских глубоководных аппаратов с неисправным допотопным оборудованием. Если сегодня про армию и флот России можно сказать, что они в весьма неприглядном состоянии, то тогда положение дел было просто бедственным и катастрофическим. Только 16 августа были предприняты первые попытки состыковаться с люком отсека, где находились моряки. Попытки не увенчались успехом из-за неисправности стыковочного оборудования советских аппаратов. После того, как были провалены все попытки, к операции допустили вражеских натовцев-норвежцев. Им потребовалось всего лишь 30 часов и 45 минут для выполнения всех работ от и до. При извлечении погибших моряков были обнаружены рукописные записки командира и экипажа. В них был поименный список оставшихся в живых после взрыва моряков и их обращения к родственникам. Факт 1. Какое-то время моряки однозначно были живы. Факт 2. Путин потерял 6 дней с момента его оповещения до принятия помощи от норвежцев. Никто не знает, успели бы спасти моряков, если бы Путин незамедлительно допустил к операции норвежцев. Может, даже этих 30 часов 45 минут было бы слишком много. Но интересно другое. Это абсолютно запредельный уровень вранья Путина во всех интервью про Курск. Рекомендую вспомнить или посмотреть впервые легендарный выпуск программы Сергея Доренко, где он по горячим следам ловит Путина на лжи, как провинившегося школьника. Главный вывод в том, что власть не уважает нас всех, поэтому лжет. И главное, власть обращается с нами так, только исключительно потому, что мы это позволяем. Всего вам доброго. Сразу после этого Доренко уволили, а репрессии в отношении СМИ в России кратно усилились. Путин начал создавать в России параллельную информационную реальность, в которой его больше никто не смеет критиковать. Он стал эксклюзивным источником неоспоримой истины для россиян. За критику Путина выписывают штрафы, сажают в тюрьмы или просто убивают. В этой реальности Путин может делать все, что ему кажется эффективным для достижения его личных целей. Он может обворовывать население, он может уничтожать политических оппонентов,
он также может нападать на соседние страны. В его руках сосредоточена вся полнота власти. Он единоличный вершитель судеб и кровавый палач. Однако осуществляет он свои безумные планы руками россиян, за счет жизни россиян и жизни населения соседних государств. Всего вам хорошего. До свидания.